Я вас приветствую, мои дорогие друзья! Сегодня в этом видеоролике я изготовлю очень маленькие тиски для своего маленького сверлильного станка. В качестве заготовки я буду использовать стальной фрезерованный брусок, найденный в мастерской. Произвожу разметку необходимой мне части при помощи разметочного штангенциркуля. И при помощи болгарки отрезаю необходимую мне часть, сначала по длине, а затем и по ширине. На лентошлифовальном станке я бруску придаю правильную геометрию и периодически остужаю его в обычной воде. После выравнивания всех плоскостей я снимаю небольшие фаски. После обработки на станке в итоге у меня получился брусок длиной 51,5 мм, шириной 37 мм и высотой 20 мм. На штангенциркуле я выставляю размер в 25 мм и произвожу разметку на бруске. Это будет место реза. Также я размечаю места под сквозные отверстия и произвожу кернение. На сверлильном станке я сверлю два сквозных отверстия диаметром 4,8 мм. Затем при помощи развертки диаметром 6 мм развертываю эти два сквозных отверстия. Посередине я сверлю отверстие диаметром 4,2 мм под резьбу М5. В итоге в этой заготовке у меня получилось три сквозных отверстия. Два крайних отверстия имеют диаметр 6 мм. Эти отверстия я прошел разверткой. В них будут находиться две направляющие. Направляющие я буду изготавливать из вала от старого принтера. Он выполнен из хорошей стали и его диаметр ровно 6 мм. И после развертки, конечно, он в этих отверстиях ходит практически без зазоров. Прям очень хорошо. Посередине просверлено отверстие диаметром 4,2 мм, в нем я нарежу резьбу М5. Теперь необходимо две половинки этих тисков разрезать напополам. Для этого я оставлял здесь небольшой припас, чтобы можно было распилить диском шириной 0,8 мм. Разрезаю брусок на две равные части. И на станке на чистовую обрабатываю поверхности. Произвожу разметку на валу и отрезаю два равных куска длиной 50 мм. На станке снимаю фаски. На одной из половинок тисков я нарезаю резьбу М5. На второй половине рассверливаю сквозное отверстие диаметром 5 мм. На половинке, где нарезана резьба, я рассверливаю небольшое углубление диаметром в 10 мм для того, чтобы утопить упорную гайку. Далее я беру винт М5 и накручиваю на нее упорную гайку. И сверлю сквозное отверстие диаметром 1,5 мм под шплинт. В качестве шплинта я использовал обычный маленький гвоздь, который я откусил по размеру и развальцевал на тисках. Далее я сверлю сквозное отверстие диаметром 1,5 мм на барашке для второго шплинта. Вставляю маленький гвоздь и откусываю лишнее. Далее я отмечаю места реза на винте и отрезаю его при помощи болгарки. Произвожу разметку под два отверстия, они нужны для фиксации двух направляющих. Керню и сверлю два отверстия диаметром 2,5 мм под резьбу М3. Нарезаю резьбу. Рассверливаю два отверстия на глубину 4 мм для того, чтобы спрятать шляпки самих винтов. Итак, тиски практически полностью готовы, и сделать осталось небольшой финальный штрих. Штифт я отсюда пока временно удалил, для того, чтобы можно было разобрать эти тиски. Что теперь необходимо сделать? Для того, чтобы в этих тисках можно было зажимать разнокалиберные заготовки и заготовки неправильной формы, на верхней части этих тисков, на этой половине и на этой половине, необходимо просверлить небольшое количество отверстий. Для того, чтобы в них можно было вставлять цилиндры небольшие, и вставляя эти цилиндры в разные отверстия, я могу даже зажимать неправильной формы заготовки. На главный винт я сначала хотел поставить пружину, для того, чтобы тиски сами по себе разжимались, но в итоге от этой идеи я отказался и поставил упорную гайку. Почему я сделал именно так? Если бы здесь стояла пружина, тиски работали бы только на сжатие, но благодаря тому, что здесь стоит упорная гайка, тиски могут работать как на сжатие, так и на разжатие. Ну, допустим, мне необходимо разжать какое-то кольцо. И вот благодаря этой упорной гайке я могу работать тисками на разжатие.
Произвожу кернение под отверстие и сверлю отверстие диаметром 3 мм. Из электрода по нержавеющей стали диаметром 3 мм я нарезаю 4 цилиндра длиной 10 мм. При помощи шуруповерта на шлифовальном станке я снимаю заусенцы и делаю небольшие фаски. Финишно обрабатываю тиски в сборе на станке и хорошо обезжириваю заготовки растворителем. В стеклянную банку я наливаю льняное масло для того, чтобы произвести выровнение самих тисков. Нагреваю бруски при помощи газовой горелки, а температуру контролирую при помощи тепловизора. Нагрев деталь до температуры 450 градусов Цельсия, я опускаю ее в масло. После остывания бруска я выкладываю деталь на салфетку. Теперь можно произвести полную сборку тисков. Вставляю винт, надеваю шайбу и накручиваю барашек. После чего вставляю шплинт, откусываю на необходимый мне размер и завальцовываю его при помощи молотка. Накручиваю вторую половинку тисков и вставляю направляющие. Сами направляющие фиксирую при помощи винтов М3. Итак, мои дорогие друзья, тиски полностью собраны и готовы к работе. Конструкция наипростейшая, и сейчас я вам покажу, почему я выбрал именно эту конструкцию. В общем, ими можно пользоваться как обычными тисками, то есть зажимать в губки. Ну вот, допустим, бита от шуруповерта. Ее вот мы просто зажимаем в губки. И все, деталь зафиксирована в этих тисках. Не вопрос. Что делать, если у меня, например, заготовка большого диаметра, а тиски самые маленькие? Ну, вот, допустим, у меня есть вот такая шайба большого диаметра. Что же делать вот в этой ситуации? А все на самом деле очень просто. Для этого здесь просверленное отверстие на 3 мм и есть вот такие вот небольшие цилиндры из нержавейки диаметром 3 мм. Ну, просто я их расставляю по контуру. Ставлю сюда эту шайбу, не влезает, разжимаю немножко тиски. Шайба ложится и просто-напросто это все фиксируется без всяких проблем. И очень жестко и очень надежно. Но также можно в принципе зафиксировать эту шайбу и по внутреннему диаметру, но уже работая на разжим. Для этого я просто переставляю вот эти цилиндры во внутреннюю часть. Кладу сюда вот эту шайбу и могу зафиксировать ее при помощи разжима. И тоже также надежно. Но больше всего меня, конечно, интересуют нестандартные формы, которые очень трудно зафиксировать в обычных стандартных тисках. К примеру, у меня есть кусок от старой ложки, это кусок меди. Он нестандартной формы, и зафиксировать его в обычных тисках невозможно. Но в этих здесь не составит никаких проблем. Для этого я просто по контуру этой заготовки расставляю солдатики, выбираю то отверстие, которое мне больше всего подходит, чтобы поджать эту ложку и, собственно говоря, поджимаю все. Вот она, нестандартная деталь, прекрасно зафиксирована в этих тисках. Все очень на самом деле просто. Эта технология давно используется в ювелирном производстве. У них таких тисков большое количество. Ну а делал я эти тиски для своего маленького сверлильного станка, как многие уже могли догадаться. Дело все в том, что мне приходится сверлить большое количество очень маленьких отверстий. Я работаю с газовыми горелками, необходимо рассверливать, жиклеры, рассекатели и все такое прочее. Поэтому это приспособление мне здесь очень необходимо. Итак, мои дорогие друзья, подведем итоги. В общем, получились тиски как тиски. Могут работать как обычные тиски, так и как ювелирные тиски. К достоинствам могу отнести миниатюрность. Простота конструкции, здесь нет ничего сложного, две направляющие и винт. Все, весь конструктив этих тисков. К самым главным плюсам является то, что они способны зажимать заготовку большего диаметра, чем сами тиски. Работают также на разжим. И самое главное достоинство в том, что можно зажимать заготовку нестандартной формы. То есть можно в принципе при помощи вот этих цилиндров зажать вообще какую-либо овальную заготовку. К недостаткам могу отнести то, что барашек здесь не совсем подходит, потому что здесь винт с очень мелкой резьбой и приходится очень долго крутить. Это неудобно. Гораздо бы правильнее было бы поставить сюда шайбочку, нет, не шайбочку, гайку с накаточкой.
такого диаметра, примерно 18 мм, это было бы намного быстрее и удобнее, на мой взгляд. Со временем поставлю. Ну а так, в принципе, тисками я очень доволен, прям вообще отличные. Ну а на сегодня у меня все. Всем, кому информация была полезна, не забываем ставить палец вверх. Всем пока!